Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. Сегодня я расскажу вам о своем 11-м поэтическом сборнике, который называется «Анима Мунди». Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. Написан сборник в период с 22 июня по 31 августа 2020 года. Внутри повествования содержится очередная часть моего опыта слияния с природой и ее явлениями. Именно через это слияние осуществляется главный процесс сборника – прикосновение к душе единого и общего для каждого из нас мира. Если вам интересно больше узнать об этой душе, как об одной из природных форм, если хотите лучше ее понять, почувствовать или просто получить возможность созерцать ее многоликое великолепие, этот сборник именно для вас. Мистицизм, трансформация, цикличность, милосердие – все это языки души мира, которыми она говорит с нами, если мы слушаем. Главными цветами сборника являются фиолетово-пурпурные оттенки. Посвящается сборник человеческим жизням. Напомню, написан он был в самый разгар 2020 года, и мне тогда казалось, что если события этих дней чему-то и должны были научить, так это тому, что жизни людей важны. Жизни не каких-то людей отдельно, а всех и каждого. Жаль, хотя и неудивительно, что уроки человечеством в очередной раз выучены не были, а потому 2020 год стал не пиком проблем, а лишь начальной точкой. Что касается имени сборника, то оно более чем символично в контексте момента, именно поэтому я его и выбрал. Анима Мунди в переводе с латыни означает «душа мира». К ней я обращался и о ней рассказывал через свои стихотворения. В завершение, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник Анима Мунди вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню, что обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. И ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. Ну а второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Анима Мунди». Всегда буду напоминать, что я так себе чтец стихов, а поэтому прочитаю их для вас так, как получится. Мне первое стихотворение, собственно, так и называется «Анима Мунди». Когда-то не было ничего, а потом появилось дыхание. Оно заполнило собою все, каждый уголок мироздания. На выдохе зародились главные основы Вселенной. Время, частицы, свет. Постоянные среди переменных. Время колесо запустило, открыв чудеса превращений. Мгновения в вечность сложились цикличностью природных явлений. Частицы материю создали, жизнь одарив телесностью, чтобы расширялось пространство, двигаясь вслед неизвестности. Свет чувства привнес, оттенки, формы и цвет, мечты горизонтов манящих и истин, влекущих ответ. От источника все едино, смотрите, как цветет красота. Душа мира сияет в каждом, исцеляющей силой добра. Вот такое-то заглавное стихотворение этого сборника, поэтому я и решил его для вас прочитать. А мы будем двигаться дальше, и следующее стихотворение, которое я для вас прочитаю, называется «Речной водой нарисованное», образа которых нет. Речной водой нарисованная гладь бессмертной реальности, скорбью человеческой обновленная.
Течением уносятся вдали двери, замки и ключи. Отражение искажения дарят, услышишь, когда замолчишь. Утраченное в неувиденном, но утекли сожаления давно. Как бы ни было, но сквозь брызги к чувствам прикоснуться дано. Больше, чем желаний людских, вариантов бескрайних событий. Все они, нарисованные речной водой, жизни разноцветные нити. Вот такое стихотворение. А мы идем дальше, и следующее стихотворение называется «Пером пробуждаю колокол». Пером соединяю мысли предсказанного многоточия. Они, будто ветви деревьев, шепчут, растворяясь в ночи. Пробуждаю спокойствие и ярость, рисуя в круге спирали. Движение — единственный способ узнать, что за пределами дали. Колокол — предвестник событий. Близко уже сновидение. Тьмы и света сплетаются нити, начиная процесс превращения. Пером пробуждаю колокол, а дальше неизвестное пусть взор через край направит, где счастьем сменяется грусть. Ну и, пожалуй, еще одно стихотворение прочитаю. Оно называется «Волны шепчут секреты». Шепчут речные волны волнам океанским секреты. Их горизонт куда-то уводит за пределы пространства и света. От берега к берегу видят мельчайшие мгновения вечности. Потому-то слияние волн приближается к бесконечности. Человеку недоступно познать сквозь волны идущую силу, и остается лишь наблюдать, душу открывая миру. А волны друг друга находят вновь и вновь сквозь расстояние и шепчут истории странствий, которые хранит мироздание. Ну что ж, пожалуй, вот на этой ноте будем сегодняшний наш разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!